Дорогие мои друзья, подписчики моего канала, клиенты, любители астрологии, карт Таро Ленорман, приветствую вас из солнечной Коста-Рики. С вами снова Ольга с очень полюбившимся уже вами видео и с моим любимым прогнозом, который я для вас делаю каждый месяц. Прогноз гадания на картах Ленорман, совмещенный с астрологией. И сегодняшнее видео будет касаться периода лунного месяца с 17 марта 2018 года с новолуния в знаке Рыбы по 15 апреля до новолуния в знаке Водолей. Те, кто смотрит меня в первый раз, я вас приглашаю послушать, посмотреть вступительное видео в списке воспроизведения на ресурсе, где вы меня нашли, где вы меня смотрите. В этом видео вступительном я объясняю в деталях структуру расклада, структуру гадания моего, он имеет специальную специфику. Это несложно, главное просто понять, в чем особенность моего крайне индивидуального подхода к предсказаниям на месяц. Оно получается для всех, но в итоге оказывается крайне индивидуальным и похоже, судя по вашим отзывам и комментариям, и я это констатирую в своей собственной жизни, оно работает. Совмещено с астрологией, да. Вы должны будете слушать только те части видео, которые длится больше часа, которые касаются именно вас. Вам необходимо знать положение планет в знаках зодиака в вашем гороскопе рождения. Я начну сразу с гадания, наверное, все-таки вкратце. Я вытягиваю одну карту на положение Солнца в знаке зодиака. Это ваш основной солнечный знак, и мы его все знаем, потому что он зависит от нашей даты рождения. Мы знаем все наш солнечный знак. Две карты опишут ваше состояние эмоционально на ближайший лунный месяц. И это зависит от положения Луны в вашем гороскопе рождения. Что уйдет из вашей жизни, чего вам удастся избежать, соответствует положению Меркурия в вашем гороскопе рождения. Плюс дополнительная карта для ретроградного Меркурия. Партнерские отношения, любовь, положение Венеры в знаке зодиака. Финансы, плюс третья карта для ретроградной Венеры. Финансы, карьера, Марс в знаке зодиака. И сюрприз месяца для асцендента восходящего знака. Для этого необходимо знать ваше время рождения. Кто не знает все детали, пишите мне, я вам пришлю список ваших планет и их положений знака зодиака. Итак, сразу начнем. Карта месяца, общая обстановка, общая атмосфера, фон, да, и совет для каждого солнечного знака зодиака. Вот наша любимая карта Ленорман. Я буду вытягивать по одной карте, показывать ее в экран. На карте есть игральная часть, допустим, туз-пик, какой-то рисунок, картинка, здесь женщина, дама и номер. Вы можете использовать все элементы карты, которые можно использовать по вашему усмотрению. Это любая гадательная система, это системный подход к реальности, правда? Это система символов, любая гадательная система. И мы все символы, которые представлены на карте, например, мы должны и можем использовать. Солнце в Овне. Номер 1. Всадник. Так, чтобы меня видно, я хочу убедиться. Да. Всадник номер 1. Приступайте, не останавливайтесь, двигайтесь вперед, действуйте быстро и решительно. Я откладываю в сторону, чтобы не повторяться. Карта месяца. Совет для Солнца в Тельце. 25. Кольцо. Свяжите себя обязательством. Дайте обещание. Заключите сделку. Вступите в партнерские отношения. Воссоединитесь.
Карта месяца, общая атмосфера и совет для Солнца в Близнецах. 34. Рыбы. Будьте независимы, особенно финансово. Доверьтесь интуиции. Не вмешивайтесь в ход событий. Такое выражение на русском языке есть. Рыба ищет где глубже, человек где гуще. Это финансовая карта прежде всего. Карта месяца. Совет для Солнца в Раке. Лилии, номер 30. Лилии. Подождите, подумайте, прежде чем действовать. С уважением прислушайтесь к совету более опытного человека. Выработайте долгосрочную стратегию, учитесь терпению. Высшие силы будут вам помогать. Вы на правильном пути, это благословение. Проявите великодушие. Карта месяца, совет для Солнца во Льве. Номер 5. Дерево. Остепенитесь, обретите твердую почву, делитесь с миром тем, что пробудилось в вас. Имейте терпение, растите, набирайтесь мудрости. Все хорошо, нет причин для волнения. Вы имеете все права на успех. Карта месяца, совет для Солнца в Деве. Гроб. 8. Не надо пугаться таких карт. Отдохните, это совет. Отдохните, останьтесь внизу или внутри. Оставьте это дело. Оно не может быть реализовано, и это не зависит от вас. Не стоит бояться негативных таких карт, что это как совет. Очень даже и неплохой совет отдохнуть. Карта месяца. Совет для Солнца в Весах. Номер 17. Аист или аисты, бывает в множественном числе. Двигайтесь, меняйтесь, стремитесь вверх и вперед. Улучшайте что-то, ремонтируйте. Дайте волю своим амбициям. Так, карта месяца, совет для Солнца в Скорпионе. Так, 26. Книга. 26. Книга. Учитесь, исследуйте, читайте, познавайте. Храните молчание. Держите язык за зубами. Проявляйте сдержанность и осмотрительность. Сохраняйте таинственность. Необходимо все досконально изучить. Солнце в Стрельце. Карта месяца. Совет для вас. Номер 19. Башня. Башня. Установите определенные границы чего-то, структурируйте, уделите внимание вопросам организации, поднимайтесь, воспряньте духом. Надо действовать официальным путем. Солнце в Козероге. Карта месяца, совет. Мне кажется, у меня карта одна. Так. Солнце в Козероге для вас. Крест 36. Карта, между прочим, Козерога, сатурнянская карта такая. Не, как совет, не довольствуйтесь ролью жертвы. Молитесь, проявляйте терпение. Отряхнитесь и опять в седло. Будьте осмотрительны, обратитесь за помощью. Поставьте крест на каком-то деле. Необходимо нести свой крест. Сатурнянская карта, правда? Карта месяца, совет для Солнца в Водолее.
18. Собака. Защищайте, отстаивайте, будьте дружелюбны. Кстати, карта водолейская, правда? Оказывайте содействие, помогайте другим, будьте честны с собой и с другими, будьте верны себе. Также обратитесь за помощью к другу. Уделите время своей собаке, если она у вас есть. Как интересно, да? Водолейская карта выпала для водолеев. И Солнце в рыбах. Карта месяца совет для вас. Сердце 24 рыбки. Где? Любите, сейте радость, будьте счастливы, делитесь, следуйте велению сердца, руководствуйтесь чувствами. Это была первая часть. Друзья, вторая часть. Положение Луны в знаке зодиака в вашем гороскопе рождения. Да? И эта часть опишет ваше состояние эмоциональное на ближайший лунный месяц. Я вытягиваю 2 карты в паре и интерпретирую их, естественно, спонтанно. Да? Посмотрим. Буду стараться быть краткой, потому что много информации мне нужно вам сегодня, как всегда, сообщить. Итак, Луна в Овне. Коса клевер 10,2. Так, опять, как меня видно? Вот так хорошо, да? Какой-то сюрприз, неожиданность какая-то, которая омрачит типичное, благоприятное, комфортабельное, комфортное течение дел. Это не обязательно конец счастья дословно, но что-то, как знаете, капля дегтя в бочке меда. Что-то нарушит ваш покой резко и неожиданно. Но это не катастрофа, просто маленькая неприятность, неожиданная. В общем, в гармоничном фоне. Луна в Тельце. Тучи и птицы 6 и 12. Какая-то полная неразбериха у вас в какой-то сфере жизни. Туманность, непонятки какие-то. Все непрозрачно. И вы мечетесь, и вы не знаете, как рассеять тучи. Вариантов, альтернатив много. Но ничего конкретного на ум не приходит. Вот какая-то хаос, потерянность и суета. Я бы так эту пару бы интерпретировала. Да? Луна в Близнецах. Ваше состояние эмоциональное. 22 и 13. Развилка и ребенок. Как всегда, в прямом смысле слова ребенок может означать ребенка, молодую особу, которая стоит на развилке, на распутье. Какой-то выбор стоит перед ребенком. А в смысле переносном какое-то альтернативное развитие нового дела, которое только что началось или которое начнется. 2 варианта развития нового какого-то проекта. И по этому поводу сомнения и колебания. Луна в Раке. Якорь и мужчина 35 и 28. Для мужчины это вы, для женщины это ваш партнер, мужчина. В обоих случаях, скажем, по отдельности. Если вы мужчина, то вас ждет какая-то благоприятная ситуация, динамичное развитие, скорее всего, в карьере, какая-то стабилизация ситуации, скорее всего, профессиональной. Благодаря вам же. А для женщины эта ситуация стабильная и конструктивная в работе, коснется вашего партнера, что повлияет благоприятно на ваше состояние эмоциональное. Естественно, очень положительно повлияет. Луна в знаке Лев.
Ой, что ж это такое? 2011, сад и метла. Вообще вот сразу что приходит первое, это разборки в соцсетях. Очень активная переписка. Знаете, в соцсетях можно и говорить также по скайпу, например, да, не только имеется в виду письменные сообщения. Это очень активное общение, обмен мыслями, мнениями в обществе с другими, с друзьями, с вашим социальным кругу, в котором вы крутитесь, а также в соцсетях. Присутствие очень такое очевидное на просторах интернета и интенсивное общение с другими членами социума. Такая официальная фраза. Окей. Луна в Деве. Кольцо и ключ 2533. Некий союз, начало некого сотрудничества. Если начало, может, предложение уже существующего, да? Союз, сотрудничество, слово даже проще по-французски сказать, взаимодействие, да, союз, отношения, позволит вам решить многие проблемы, дадут ответ, этот союз, сотрудничество, отношения дадут ответ на некоторые вопросы. Благодаря этому кольцу, да, с ангажементом по-французски, отношениям у вас продвинутся ваши дела вперед очень конструктивно. Очень классная комбинация для практичной Луны в Деве, правда? Луна в Весах. (24-14) Сердце и Лиса. Какой-то хитрец в любовных делах будет попытаться вас охмурить. Это не обязательно обман, вы знаете. Это может быть даже флирт в сочетании с сердцем. Лиса – это не обязательно обман. Для меня Лиса карта скорее нейтральная, что не сказала бы я о карте змея. Флирт в любовных отношениях. Такой флирт, знаете, такой вот с привкусом, с оттенком хитрости все-таки, конечно. Вот. Так что не верьте всему, что вам будет говорить человек, либо ваш партнер, либо тот, кто вас заинтересован. Фильтруйте немножко комплименты. Луна в Скорпионе. (10 и 14) Коса и Лиса. Конец лжи. Разоблачите манипулятора и обманщика и лицемера. Однозначно открытие, вывод на чистую воду человека, который пытается играть с вами и обманывать вас. Однозначно. Ну, с Луной в Скорпионе мы во всех видим врагов, правда? Не обижайтесь на меня, пожалуйста. Вот. Либо сам разоблачится человек, либо вы его голову ему свернете, возможно, даже своим сарказмом, да? Луна в Стрельце. Всадник и метла. 1 и 11. Новости, которые вызовут, или прибытие, чей-то визит, который вызовет очень большую полемику, провоцирует разговоры, общение очень на повышенных тонах, активное такое обсуждение. То есть новости, которые будут активно обсуждаться. Или прибытие, визит кого-то, гостя какого-то. Вообще-то вспомнилась песня «Полуночный ковбой». Прибытие. Будут обсуждаться, да, вами с кем-то, например, да. Вот. Интересно такое движение очень очевидное, да, какой-то ситуации. Луна в Козероге. Опа, Луна и Солнце, 32-31, инь и янь. День и ночь.
Знаете, как эти американские горки. Сегодня мне хорошо, завтра мне грустно. То есть вот такие зигзаги. Это Луна и Солнце, да. Как день сменяется ночью. То есть будут резкие такие перемены. Не резкие, а логичные, закономерные перемены настроения. То холодно, то жарко, то тепло, то быстро, то медленно, да. То есть не надо впадать в крайности. Лучше за Солнце удержитесь, чем за Луну. Луна в Водолее. Состояние эмоциональное для вас. Крест и дерево 36,5. Эта комбинация касается в первую очередь не совсем очевидного, благополучного состояния здоровья. Нужно обратить внимание на здоровье. Я всегда избегаю говорить о здоровье. Эту тему я вообще не касаюсь, не разбираюсь в своих консультациях. Да, здоровье, болезни, там, смерть. Тем не менее, эта карта может начать какое-то заболевание, болезнь, когда вы не в состоянии вести полноценную жизнь, где когда вы страдаете. То есть крест — это страдание, ноша какая-то тяжелая, да, осложнения в жизни, связанные с деревом, а это здоровье. Здесь внимание нужно на здоровье обратить однозначно. И Луна в Рыбах. Букет и коса 9 и 10. Неожиданное приглашение, сюрприз, подарок, инициатива, приглашение, которое вас удивят. Так что не медлите, как часто бывает с Луной в Рыбах, люди мечтательные и интроверты, принимайте приглашение. Это же цветы. Приглашение будет приятным. Это вторая часть, друзья. Продолжаем третью часть. Меркурий в знаке зодиака в вашем гороскопе опишет ту часть вашей жизни, вашей реальности, ситуацию или человека, что-либо или кого-либо, что уйдет, кто уйдет из вашей жизни, или то, чего вам удастся избежать. Да? Меркурий бывает ретроградный, поэтому третья карта, которая вытягивает дополнительную ретроградного Меркурия в вашем гороскопе. Если у вас Меркурий директный, третью карту вы не учитываете. В случае вашего ретроградного Меркурия в вашем гороскопе вы слушаете основную пару плюс третью дополнительную для ретроградного. Хорошо? Меркурий в Овне. Кольцо и якорь 25-35. Это новый контракт по работе. Возможно, вам, если вы ищете работу, контракт вы не подпишете. Это не потеря работы, заметьте. Если вы уже работаете и ждете какую-то возможность продвижения вперед, назначения на новую должность, этого не случится. Да? Меркурий ретроградный в Овне, дополнительная карта номер 3, корабль. В любом случае вас будет ждать другая возможность. Вы все равно не останетесь на том же месте, где вы будете находиться без этой новой работы. Да? Но возможность представится, и вы продвинетесь вперед. Прогресс в любом случае будет для вас. Меркурий в Тельце. Метла 11 и птицы 12. Очень много ссор. Это ссоры, это, знаете, такие ссоры как бы впустую, беспричинные, отсутствие аргументов, просто вот какие-то склоки, сплетни, возможно, со стороны вашего окружения. То есть какая-то бессмысленная болтовня и споры, ругань, от которой вы захотите уйти, и вы этого избежите. Этого не случится, потому что иначе у вас будет болеть голова. Да? Бессмысленная, пустая болтовня и разборки какие-то. Этого не будет при Меркурии в Тельце. Ретроградном номер 6 тучи, дополнительная карта.
Ситуация, о которой будут эти все разговоры вестись, она останется немножко неясной для вас. Некоторые элементы ситуации нужно будет прояснить, возможно, в будущем будет более подходящая обстановка. Какой-то туман для вас повиснет в воздухе все равно. Или эти споры создадут эту туманность и непрозрачность. Меркурий в Близнецах. Так, Змея и Крест 7,36. Так, какая-то женщина немолодая избежит какой-то очень трудной, прямо непроходимой ситуации, трудности какие-то, как, знаете, нести свой крест, да, негативная комбинация, но она не случится, этого не будет. Или если не в прямом смысле это не женщина, то просто какие-то интриги за вашей спиной, которые могли бы вам вред нанести. Даже скорее не интриги, а враги настоящие, знаете, которые вам желали бы зла. Вы сможете избежать последствия этого действия врагов, направленного на вас, да. Поэтому можете вздохнуть с облегчением у тех, у кого Меркурий в Близнецах. И если он ретроградный у вас, дополнительная карта номер 5, дерево, обещает вам улучшение здоровья, между прочим, поскольку вот вам, знаете, как это повезет. Вот избежали чего-то негативного и избежали, естественно, проблем со здоровьем, то как раз-таки еще здоровье и улучшится. Вот. Интересно как-то так прям. 2 карты негативные, 3 очень позитивная. В любом случае итог позитивный, потому что то, чего вы избежите. Меркурий в Раке. Меркурий в Раке. 29 женщина и 19 башня. Если вы женщина, то это вы. Это может быть одиночество, изоляция, одиночество, также самодостаточность. Это как отшельник в Таро, да. Башня также официальное учреждение, но здесь бы я все-таки характеризовала это как самодостаточность рядом с картой женщины. Изоляция. То есть вы больше не будете ограждать себя от других людей. Период какой-то возможной изоляции и отторжения других, он закончится. Вы больше не будете одна. Если вы мужчина, то ваша партнерша, для нее закончится период грусти и одиночества. Меркурий в Раке ретроградный, 32, Луна. Ага. Все-таки ваше состояние эмоциональное не сразу изменится в лучшую сторону. Все-таки будут какие-то страхи одолевать. Бессонница, беспокойство. Подсознание будет как-то, знаете, брать верх над сознанием, над осознанными, сознательными реакциями. Не копайтесь, вам как раз-таки надо будет избегать одиночества, чтобы не погружаться в ваши страхи и какие-то импульсы, выходящие из подсознания, потому что это карта Рака, да, Луна. Меркурий во Льве. Что для вас уйдет? 15,9. Медведь и букет. Ну, во-первых, это может быть какое-то будет очень важное предложение, приглашение, которому вы придаете большое значение, и вы его не получите, это предложение. Либо это предложение, да, инициатива, подарок, приглашение от какого-то важного человека. Даже если мужчина, это может быть, допустим, даже в плане бизнеса, да, предложение для мужчины, от мужчины, но в смысле каком-то в плане совместного ведения дел, да, естественно, не романтического, хотя всякое бывает, правда. Вот, предложение какого-то важного, авторитетного человека или такое масштабное
масштабная инициатива. Вот этого не произойдет. Если Меркурий во Льве у вас ретроградный, то номер 2 клевер вам обещает в любом случае благополучие в дальнейшем. Для вас это не будет иметь последствий отсутствия или отмена подарка или приглашения. Да? То есть не поменяет ничего для вас. Все будет продолжаться как хорошо, как и было до этого. Да? То есть хуже в любом случае не будет. Меркурий в Деве. Тридцать 6 и 12. Крест и птицы. Это тоже негативная комбинация. Заметьте, что она идет в секции, что уйдет. Хлопоты, переживания, страдания, беспокойство. То есть жизни нету, в принципе. Сегодня так, завтра по-другому. Все нестабильно, все, никакой гарантии нету, защищенности. И по этому поводу беспокойства и муки. Вот этого не будет. Не случится, либо уйдет, если это имело место до этого. Меркурий в Деве ретроградный, номер 2 клевер дополнительно. Видите как? Все станет на свои места, и тихо, спокойно, счастье, надежда и удача и радость. Меркурий в Весах. Нужно перемешать, чтобы не повторялись карты, понимаете? А это занимает время. Меркурий в Весах. Дом и птицы. 4 и 12. Беспокойство по поводу дома, домашнего очага, членов семьи, родителей, недвижимости. Какая-то ситуация нестабильная, связанная вот с этим, с семьей, с домом, да, с семейными традициями, с членами семьи, с родственниками. Какие-то хлопоты, волнения. Тоже это уйдет или не случится. Меркурий в Весах. Ретроградный 27 письмо. Вот интересно, получите, после идет речь о недвижимости, да, какое-то известие официальное, знаете, письма, эти бумаги, письмо, документ, что-то на эту тему вам придет. Возможно, как раз-таки какие-то новости хорошие, раз у нас хлопоты исчезают. Письмо, которое вас убедит в том, что нечем больше беспокоиться. Да? Меркурий в Скорпионе. Крысы и Луна 23-32. Слушайте, сегодня столько негативных комбинаций. Это уже третья, даже может четвертая. Крайне негативная комбинация. Но это, опять же, в блоке, что уйдет. Вы посмотрите. Какая-то вообще психическая болезнь, глубочайшая депрессия, отчаяние. Очень негативная черная мысль по поводу себя. Это может быть здоровье как физическое, так и психическое, психологическое, состояние душевное. Болезнь. Но это просто хуже уже, мне кажется, это одна из худших комбинаций. Опять же, этого не будет. Вы этого избежите. Это уйдет. Меркурий в Скорпионе ретроградный. Номер 13, ребенок, дополнительная карта. Новое начало вас ждет. Свежие какие-то проекты, планы, спонтанные. Такое интуитивное озарение какое-то. Совершенно что-то. Будет чувствовать как ребенок, как заново рожденный. Обновление, новое начало. Интересно. Меркурий в Стрельце. Меркурий в Стрельце. Дерево и башня 5 и 19. Вот эта комбинация означает больницу. Официальное учреждение здравоохранения. Вы туда не попадете. Или если вы там были, вы оттуда выйдете и избежите больницы. Санаторий – это, в принципе, что-то приятное, правда? Учреждение, касающееся здоровья, это может быть и санаторий, реабилитационный центр. Понятно, да? Этого не будет.
Меркурий в Стрельце ретроградный, 7 змея. Вот интересно, первая мысль, которая мне пришла сразу на ум, как целительница, знаете, если связывать с деревом. Пойдете вместо в больницы к знахарке, или к мастеру рейки, или к магнетизеру, как это по-русски, магнетизер. Альтернативная медицина. Обратитесь к кому-то, кто не в официальном учреждении работает в здравоохранении. Меркурий в Козероге. Меркурий. Солнце и гроб. 31,8. Вот смотрите. Очередная негативная комбинация. Счастье заканчивается, энергия заканчивается, энергии нет. Энергетический сбой, то есть перерасход энергии, откуда опустошение полное. И вот этого не будет. Это уйдет. Просто сегодня поразительно просто расклад, вы знаете. Это тоже негативно, но этого не будет. Меркурий в Козероге ретроградный, 24 сердца. Возможно, эта ситуация негативная, которую избежите, будет касаться именно любовных отношений. То есть на месте этого появится такое очевидное, ярко проявленное отношение со стороны любимого человека. Чувства будут показаны со стороны. Или вы будете проявлять чувства. То есть сердце, видите, дополнительная карта. Только это все очень хорошие новости, вы же понимаете. Меркурий в Водолее. Так, 13,3. Ребенок и корабль. Отъезд ребенка или приезд ребенка. Путешествие ребенка. Путешествие, которое вот только вы запланировали, спонтанно совершенно возникла идея, да, вот так вот на пустом месте, не состоится. Да? Или отменится, да, не состоится. И Меркурий в Водолее ретроградный, 11, метла. Об этом путешествии, которое состоится, будете очень много вы говорить, будете это обсуждать. Это несостоявшее путешествие, оно будет предметом разговоров, даже, возможно, споров. И Меркурий в Рыбах. Для вас. Змея коса, 7-10. Что ж такое? Еще одна негативная комбинация. Женщине больно. Женщина переживает операцию. Операция на позвоночнике. Какие-то острые боли для женщины или для вашего позвоночника. Что-то такое... сюрприз, нападение резкое от неприятеля, от завистника, от соперника, от соперницы. Опять же, этого вы избежите. Меркурий в Рыбах ретроградный. 22, развилка, дополнительная карта. Это вас заставит немножко врасплох. Вы будете на распутье стоять и будете не будете знать, что дальше делать, в принципе. Знаете, когда мы привыкаем к негативной ситуации, мы, в принципе, даже если она негативная, как-то уже свои реакции заранее немножко даже готовим, что мы не привыкли к этой ситуации. Вдруг она исчезает, и мы потеряны, мы не знаем, что делать. Вот вы будете тоже сомневаться, а что дальше? Негатив исчез, или вы его избежали, и как эта пустота образовалась, этот вакуум, нужно заполнить его чем-то дальше, какой-то другой стратегией поведения. Вы будете думать. А Меркурий в Рыбах думает долго, правда? На этом все. Ну что, Венера, знака зодиака. 4 часть. Любовные, партнерские отношения. Венера может быть ретроградной, поэтому слушаем для тех, у кого на гороскопе ретроградная, дополнительную 3-ю карту. Если она у вас директная, только первые 2 основные, 3-ю не учитываем.
Поехали. Венера в Овне. Двадцать три шестнадцать. Крысы и звезды. Мечты не сбываются, к сожалению. Какие-то планку вы очень высоко поставите, да? Возможно, вам, к сожалению, удастся дотянуться до нее, до этой планки. Отмена планов, срыв планов, неудовлетворенные желания и потребности. Венера в Овне ретроградная. Дополнительная карта номер 2. Клевер, тем не менее, очень сильно от этого страдать не будете. Наверное, что-то, о чем вы мечтаете, не должно быть вашим. Иногда мы думаем, что вот мы хотим этого, и благодаря этому мы будем счастливы. Но Вселенная знает лучше, что лучше для нас. Такое у меня, да, тавтология. Венера в Тельце. Лилии и дороги 30 и 22. Выбор между двумя любовниками. Что лилии для любовного отношения – это сексуальные отношения. Любовные отношения в любом случае. Что это же король пик, да, мужчина. Вот вы будете на распутье. Либо поддаваться соблазну, или не поддаваться. Либо выбор между двумя кандидатами в любовники. Венера в Тельце ретроградная, 14 лиса. Но нужно будет очень хорошо вам подумать, кого вы действительно хотите вы или не хотите, и кого из двух, если выбора между двумя, хотите, предпочитаете. Все проанализировать очень детально, знаете, по-хитрому, как лиса. Умом, а не эмоциями. Подключить голову. Везет же некоторым, правда. Венера в Близнецах. Коса и башня 10 и 19. Вообще вот это первое, что приходит нам, это конец одиночества, конец изоляции, да. Ну, это может быть сюрприз органам власти, но с официальным утверждением, но для любовных отношений башня – это одиночество, это конец одиночества. Если вы не в паре, то конец одиночества, возможно, какая-то встреча произойдет. Если вы в паре, и ваш партнер отдален, это тоже закончится. Отдаление от партнера. Венера в Близнецах ретроградная. Змея 7. Осторожно с соперницей. Вы знаете, для женщины. Для мужчины какая-то женщина, которая нежелательная. Третий элемент нежелательный для вашей пары, существующей или для потенциальной. Венера в Раке. Венера в Раке. Четыре и 7. Дом и змея. Ну что, змея залазит в дом, да? Посещение вашего дома, вашего очага какой-то женщиной, но это не партнерша. Это вот соперница для женщины, для мужчины. Это вот какая-то, возможно, соперница для его же партнерши или бывшая какая-то партнерша. То есть посещение вашего дома нежелательной женщиной, которая пытается проникнуть к вам как змея. Венера в Раке ретроградная, 23 крысы, и вам от этого будет очень плохо. Вам просто вся энергия, вас эта женщина, всю энергию у вас заберет. Вы будете и физически слабы, и морально, то есть только сплошной негатив от этой змеи. Венера во Льве.
Венера во Льве. 15 и 11. Медведь и метла. Очень большие споры, разговоры, разборки, выяснение отношений на повышенных тонах. Как медведь, в смысле, имеется в виду масштабные разборки, да, споры, ссоры, либо выяснение отношений, аргументации с очень важным человеком, возможно, даже с отцом или с зятем, с тестем, с мужчиной старше вас. Да? И Венера во Льве ретроградная, 19 башня. Либо эти разборки дойдут до стадии жалобы в милицию, например, не знаю, официальное учреждение как-то вмешается сюда. Либо закончится каким-то отдалением, отдалением от партнера, также одиночеством, два варианта. Либо жалоба в милицию, либо просто вы сбегаете от этого всего, убегаете, чтобы уединиться и не слышать всех этих лишних звуков и шумов. Венера в Деве. Венера в Деве. 37. Лилии и змея. Опять у нас карта секса. А вот это очень такие, знаете, необычные сексуальные фантазии, желания, потребности. Это может быть также какая-то соперница, нежелательная женщина, которая пытается втиснуться в пару, соблазнить партнера. Либо, если пары нету, просто вас не интересует, например, мужчина не интересует, это потенциальная подруга. Но в любом смысле слова, да, нежелательная женщина, соперница. Либо это нестандартные новые сексуальные желания и фантазии, потребности. Венера в Деве ретроградная, 2, клевер, дополнительная карта. В любом случае закончится хорошо, не волнуйтесь. Никто не сможет вклиниться в вашу пару, нарушить покой и счастье, гармонию пары. Потенциальной или существующей. Венера в Весах. Тридцать 34,6. Рыбы и тучи. Вот это комбинация финансов, какие-то мутные дела. Это, во-первых, мутные дела могут быть финансы, например, какие-то проблемы с общими деньгами в паре, да, или вы тратите до партнера, и вы не знаете, не помните, куда я потратил, за что мы тут заплатили, за что я заплатил за партнера, за что именно, куда именно ушли деньги. Мутные сделки, мутные дела, мутные сделки, укрытие чего-то, надо применить это к любовной сфере, скрытие чего-то. Потому что рыба это не только деньги, это также чувственность, интуиция, да. Как символика Венеры, это деньги и любовь. И Венера в Весах ретроградная, дополнительная, букет номер 9. Тем не менее, прогресс будет какой-то, если идет речь о деньгах в паре, об общих финансах, с которыми могут быть непонятные ситуации, будет реальная инициатива, возможно, со стороны женщины, то есть вас, если вы женщина, или партнерша, если вы мужчина, о том, как эту ситуацию разрешить, как ее наладить, чтобы конфликт исчез или не возник вообще. Венера в Скорпионе. Венера в Скорпионе.
Крысы и звезды. Вы знаете, эта пара уже была в начале, по-моему, для Венеры в Овне. Повторяется 2 раза. Как интересно. Марс управляет и Скорпионом, и Овном, и для обоих знаков вышла та же комбинация. Крысы и звезды. Мечты не сбываются. Планку высоко поставили, не дотянетесь. Желание не удовлетворяться. То есть срыв планов, отмена какого-то сценария. Грустно немножко, да? Ну, значит, может, вам не нужно это сейчас, по крайней мере, или вообще не нужно. Отмена планов, мечты не сбываются. Для Венеры в Скорпионе ретроградная. 34 рыбы. Какая-то у вас будет финансовая компенсация. Несмотря на то, что вот какие-то ваши такие, знаете, очень смелые, дерзкие мечты в любви не реализуются. Каким-то образом финансово это будет компенсировано рыбками. Венера в Стрельце. Дороги и тучи. 22,6. Опять дороги, да, перекресток. Выбор, распутье, раздвоенность, двойственность. 2 варианта, 2 альтернативы. И вы совершенно не будете знать, что делать. Какой из 2 вариантов выбрать. Возможно, выбор, касающийся партнера, оставаться, не оставаться. Или касающийся 2 потенциальных партнеров. То есть выбор, который не дастся легко или вообще у вас даже не получится сделать. Потому что вы не в состоянии на этот момент будете выбирать и решать. Венера в Стрельце ретроградная, дополнительная карта 12. Птицы. У вас это совершенно выбито из колеи. Нервничать будете, переживать, беспокоиться. Нервотрепка все это будет. Для вашей нейросистемы ситуация будет непростая. Расслабиться будет психологически очень сложно для вас в этой ситуации. Невозможного выбора. Венера в Козероге. Так, метла и коса. Инструменты. 11:10. Ссоры прекращаются. Разборки, выяснение отношений, разговоры на повышенных тонах, дискуссии. Все это заканчивается. Резкий конец споров, конфликта. Да? Это хорошо. Венера в Козероге ретроградная. Дом 4. Гармония среди членов семьи опять наступит. Какую-то общую территорию, на которой все согласны с общими правилами, которые действуют для всех. Да? Найдете, как это по-русски не помню. Общий язык, взаимопонимание обретете. Под одной крышей все соберетесь в итоге. Венера в Водолее. Венера в Водолее. Стресс каждый раз, да? Не знаю, что будет. Ой, вот иногда я думаю, люблю я свою работу или нет. Нет, я ее люблю, но просто иногда такая ответственность перед людьми, перед тем, кто мне дал возможность это все делать. Дом и медведь. Появление очень важного человека в вашем доме. То есть, знаете, глава семьи вдруг нарисовывается. Ну, это может быть визит старшего человека, мужчины, там, отца, например, в смысле родственника, да, отца. Или визит старшего человека по возрасту, какого-то важного, авторитетного, который имеет над вами какую-то, да, власть, контроль. На вашей территории этот человек появится. Возможно, захочет как-то отметить свою территорию. Это может быть расширение владения семейного. Знаете, как семейный очаг, новый член семьи появляется, и поэтому дом становится больше. Но в любом случае это классно, да.
Венера в Водолее ретроградная, Лиса 14. С этим человеком, для тех, кого ретро в Водолее, нужно быть осторожным. Все-таки не верить слепо всему, что он говорит, немножко фильтровать. Все-таки он как медведь, но как лиса, да, большая лиса. Хитрый, себе на уме будет он свою выгоду там искать. Но не стоит преувеличивать негатив, потому что, по большому счету, медведь и дом – это очень хорошая комбинация. И Венера в рыбах. Для вас корабль и дороги 3 и 22. Выбор, сомнения, ехать в путешествие или не ехать, или с кем ехать. Ну, любовное, скорее всего, раз мы говорим о любви. В смысле переносном, двигаться вперед в направлении, которое уже взято, да, или не двигаться. То есть выбор по поводу движения какого-то вперед или по поводу путешествия и поездки, сомнения, колебания. Венера в рыбах ретроградная, 6, тучи. Вот, мне кажется, вы так и не решите для себя к концу периода, что вам делать. Сомнения так повиснут в воздухе, потому что в тумане вы не будете видеть реальная ситуация, положение вещей, поэтому для вас решение будет пока невозможно сделать это, да, принять. На этом все. Друзья, мы продолжаем, я продолжаю. 5-я часть Марс на знаке зодиака в вашем гороскопе, который может быть также ретроградным, опишет положение ваших дел в работе и финансах, карьера и финансы. Если Марс директный у вас, то слушайте только первую основную пару, без дополнительной 3-й карты. Итак, Марс в Овне. Карьера, финансы. Дороги и птицы. Перекресток и птицы. 22 и 12. Ситуация какая-то непростая, где очень много вариантов развития дальнейшего, больше, чем 2, потому что птица – это всегда множество чего-то. Возможно, у вас какие-то появятся, откроются новые двери, даже больше, чем одна новая. Вы будете просто метаться, не знать, в какую сторону вам двигаться и что предпринять конкретно. Какая-то нестабильность и хаотичность ситуации, и необходимость принять решение, и какого-то выбора, также необходимость. Марс в Овне ретроградный. Кольцо 25 дополнительное. То есть это все закончится для вас каким-то новым сотрудничеством, началом нового контракта. Видите? Кольцом это закончится. Ну, для работы это новый контракт, правда? Марс в... Так. Марс в Тельце. Марс в Тельце. Птица-ребенок 12 и 13. Какое-то новое начало, которое уже, например, на путь которого вы уже вступили, что новое начнется, какая-то новая работа, новый проект, который будет очень нестабильный. Это новое начало, оно еще не окрепло. Под ногами почвы твердого чувствовать еще не будете. Неуверенность в новом начинании. Трудно говорить о многообещающей характеристике этого нового проекта или новой работы, да. Пока не стоит, как говорится, полагаться на вот это новое, на новых коллег, возможно, на какие-то новые обещания со стороны начальства или бизнес-партнеров. Не стоит ставить все, как бы зарекаться, что это вот будет в будущем иметь развитие. Пока все еще на начальном этапе. Знаете, говорят, не ставить воз впереди коня, да. Вот. Марс в Тельце ретроградный, крысы 23. Вот для вас как раз-таки вот это точно, что этот проект новый или новая работа, она не будет иметь дальнейшего продолжения. Закончится все потерей ресурсов. Если у вас Марс в Тельце ретроградный, только в этом случае. Марс в Близнецах.
Марс в Близнецах. Тучи Клевер 6,2. Все у вас хорошо. В целом ситуация стабильная. Никаких нету сбоев, таких глобальных срывов, краха какого-то. В целом все чудесно. Временные затруднения, временные неясности, очень незначительные. Да? Потому что сторона светлая тучка к клеверу, то есть если они имеют сейчас эти неприятности, непонятные какие-то ситуации, моменты, они все разрешатся и все закончится благополучно в итоге. Марс в Близнецах ретроградный. А для вас тем более закончится все хорошо. 3-4 рыбы, дополнительная карта каким-то финансовым бонусом. То есть точно не потерей ресурсов, как раз таки прибылью какой-то. Приход ресурсов будет для вас обеспечен. Марс в Раке для вас. Карьера, финансы. Опа, лиса змея. Поздравляю. 17, 14,7. В логово попадете какое-то, слушайте. В зоопарке прям. Со всех сторон атакуют недоброжелатели. Ну что сказать еще? Двойные карты хитрости, лицемерия, манипуляции, нечестных намерений в отношении вас. Вообще, вам вообще никому нельзя доверять. То есть все фильтровать, все на всех смотреть сквозь там тройные очки фильтра. Хоть на детектор лжи сади всех ваших партнеров по бизнесу. Лиса, змея, змеи и лис вокруг вас. Ну, соляви, как говорится. Марс в Раке ретроградный, 9 букет. Ну, возможно, для вас ситуация не настолько плачевная. Возможно, кто-то проявит все-таки добрую волю в отношении вас. Вам все-таки честно что-то предложит. Потому что букет – это честное предложение все-таки. Ну, а если уже копаться, пытаться смотреть, насколько это честное предложение, инициатива, то лучше смотреть, конечно, в консультации индивидуальной, расклады на неделю, на каждую, тоже шикарно работает. Чтобы пробить эту карту, да, я же могу дополнительно вытягивать бесконечно дополнительные карты. Так что вот, для вас, бедных, Марс в Раке. Марс во Льве. Марс во Льве. Да, это я. Вечно куда-то спешу. Все мне не терпится. Ну вот, крысы и лиса 23-14. Да, это не очень хорошая комбинация, естественно. Финансовые убытки, нехватка ресурсов, нехватка мало дохода. И либо это из-за козней неприятелей, из-за козней врагов, каких-то недоброжелателей, соперников потенциальных, да, компетенция, не, как это по-русски, конкурентов. И нужно очень хорошенько думать, как улучшить свое, например, ухудшившееся финансовое положение. Да, здесь не все гладко, поэтому нужно включить мозг, чтобы думать, как улучшить ситуацию, которая не совсем позитивная. Марс ретроградный во Льве, дороги 22. Дополнительная карта. Да, здесь действительно нужно будет принимать решения какие-то. То есть от человека будет ожидаться, предполагаться будет, что он что-то предпримет конкретное принятие конкретных существующих решений, в смысле, принять решение в отношении каких-то конкретных ситуаций. Не просто что там новый план рисовать, а вот как-то кардинально, радикально мыслить и действовать. Что, в принципе, Марс во Льве умеет делать, да, действовать. Марс в Деве. Башня и клевер 19,2. Вот это какое-то очень конструктивное, с положительным результатом, да, конструктивное.
общение с органами власти, с официальными инстанциями, там, банк, налоговая инспекция, да. Все, что касается финансов и работы, с ними у вас контакт будет шикарный, и, например, вы будете что-то просить у них, вам скажут, дадут ответ положительный, решение примут в вашу пользу. Классно просто. Марс в Деве ретроградный. 22 дороги, дополнительная карта. Тут тоже вы будете стоять перед выбором, каким-то определенным выбором нужно будет выбирать. Вот вам предложат какой-то там банк, два чего-то, варианта чего-то, или там две, допустим, ипотеки. Ну, я просто прям привожу. Будете выбирать. От вас будет ожидаться принятие решений, потому что какой-то будете в руках держать несколько вариантов развития ситуации. Будете перед выбором стоять. Марс в Весах. Опа. 34,9. Шикарно. Рыбы и букет. Предложение о новой работе, предложение о сотрудничестве, новые контракты, новые инициативы, новое начало. И что очень закончится просто шикарно доходом, улучшением финансового положения, финансовой ситуации, ресурсами. То есть здесь благотворная, благоприятная комбинация просто. Однозначно деньги будут. Деньги приходят благодаря каким-то новым проектам, новым планам и движению в этой сфере жизни. И Марс в Весах ретроградный. 21 гора, как интересно. Для вас все-таки, несмотря на эту положительную основную базовую комбинацию, какие-то возможны задержки. Может быть, что-то не сразу придет, а к концу периода, или все будет, вы будете на чем-то работать в течение всего месяца, и результат появится на лицо, в руках конкретными материалами только в следующем месяце. Какая-то задержка маленькая будет в плане времени, но это вопрос от задержки временной, это не отмена вот этой негативной комбинации, просто немножко с опозданием результаты проявятся. Марс в Скорпионе. Медведь и лиса, 15-14. Окей, какой-то бизнес-партнер или начальник, который будет очень хитрый по отношению к вам, будет пытаться вами играть, чтобы вы под его дудку пристали, как говорится. По его правилам действовали бы, да? Великий комбинатор. Трудно будет противостоять этому авторитету, как-никак медведь. Как же тут его? Тут не приплюнешь в хитрости медведя этого. Марс в Скорпионе ретроградный, гора 21. Уже точно не сможет ничего сделать. Нужно будет, вы будете вынуждены подчиниться воле какого-то вышестоящего или больше, более сильного бизнес-партнера, если у вас свой бизнес, например. Какие-то препятствия в общении с этим хитрым. Не пробьете маску хитрости этого человека. Марс в Стрельце. Букеты тучи 9,6. Возможно, предложение новое, если ищете работу, или у вас работа уже есть, какое-то предложение о чем-то новом, о смене работы или о новых каких-то обязанностях в рамках вашей существующей позиции, вашей должности, да. Но вы не будете уверены, вам это нужно или нет, заинтересует вас это или нет. Как-то для вас это покажется совсем понятно, что от вас хотят, или не совсем будет убедительно это предложение звучать, да, неубедительное предложение какое-то. Марс в Стрельце ретроградный, 20, сад, дополнительная карта. Это общество, да, социум, друзья, соратники, коллеги и соцсети. Возможно, вы вот это предложение получите благодаря каким-то друзьям. Ну, друг — это, в принципе, другая карта, собака, да. И соцсети, скорее сказала. Это сад — это вот именно, это не какой-то человек один, друг. Это просторы интернета. Не всегда можно доверять всему, что происходит в интернете, правда? Марс в Козероге.
Наши трудоголики, да, с Марсом в Козероге. Для вас Медведь и Солнце, вау, 15:31. Шикарные отношения с начальником, с вышестоящим, благосклонность начальника, щедрость в отношении к вам, чем-то он вас вознаградит, каким-то, поскольку он влиятельный, у него есть ресурсы, возможность для того, чтобы вас там за вас замолвить слово кому-то. Если в бизнесе в своем, у вас свой бизнес, то это какой-то новый партнер, бизнес-партнер, деловой партнер, который очень авторитетный, опытный и сильный, потому что сильнее вас, опытнее вас. И сотрудничество с ним принесет вам очень большой успех, удовлетворение, и счастье, и удачу. Марс в Козероге ретроградный. Звезды, дополнительная карта, это вообще шикарно просто. Везет же, да, вам в этом месяце. То есть вообще, когда достанете Луну с неба, это полностью удовлетворение всех самых сумасшедших желаний, потребностей, все мечты, как бы все у ваших ног, да, все ваши планы реализуются. Это высший пилотаж вообще, то есть здесь шикарнейшая просто комбинация и дополнительная карта в том числе. Марс в Водолее. Птицы и башня 12:19. Какие-то хлопоты, связанные с официальным учреждением. Возможно, будете ждать каких-то новостей, там, официальных документов от официального учреждения, банк, налоговая инспекция. Все, что связано с деньгами, с бизнесом, да, с работой, официальное учреждение. Что может быть школа или тюрьма, или больница. Мы говорим о работе. Это связано с финансами и с карьерой. И какая-то хлопоты связаны с этим учреждением. Какое-то учреждение меняет свое мнение несколько раз по поводу чего-то относительно вас. Вот вы будете переживать в ожидании какого-то конкретного финального решения со стороны этого учреждения. Марс в Водолее ретроградный. Все закончится хорошо для вас, не волнуйтесь. 2 дополнительная карта клевер. Все будет благополучно, никакого там негатива в вашу сторону в итоге никто не решит. И Марс в Рыбах. Карьера, финансы для вас. Собака и дом. 18:4. Интересно. Друг принесет новости в дом. Помощь от друга или какого-то человека, который близок к вашим родственникам, к вашим членам семьи. Вот вариант такой. Друг подаст идею о работе, связанной каким-то образом с недвижимостью или с работой из дома, на дому. Нужно связать помощь друга, дом и работу. Помощь от друга. Работа на дому. Вариант вот такой. И Марс в Рыбах ретро. 27 письмо. И в связи с этим, вот этой комбинацией, да, которую я только что озвучила, у вас будет официальный документ, который вам даже, может быть, предложат подписать уже даже. Будет идти речь не только о рассмотрении перспектив, знаете, когда, давайте поговорим об этом. Нет, уже будет речь о подписании официального документа, о каком-то контракте новом на работу, например. Уже в контракт будет у вас при столом, на столе перед глазами лежать, и вы, возможно, даже подпишите его. Это было вот карьера, финансы. Ну что, дорогие мои, не устали еще? Последняя часть. 6-я часть. Асцендент или восходящий знак, знаки зодиака. Для этого нужно знать ваше время рождения. И он покажет сюрприз месяца. То, чего вы не ожидаете, что произойдет неожиданно. Сюрприз. Я как Водолей типичный, я очень люблю сюрпризы. Другим делать, когда мне делают, не люблю. Сюрприз, сюрприз, сюрприз. Асцендент в Овне. Лилии и сердце. Вообще, это предложение, ну, как минимум секса. Ну, руки и сердце, знаете, предложение начать любовную связь. То есть это не ЗАГС, но
Предложение прийти в гости и там шампанское, конфеты. Это я вам, как говорится, гарантирую. Ну куда ж эти секс и сердце, и чувство, и любовь. Однозначно любовная авантюра. Это вас удивит. Вот есть же, везет же некоторым, слушайте. Короче, готовьтесь, асценденты в Овне. Неожиданно кандидат в любовники нарисуется. Асцендент в Тельце. Ой, сюрприз для вас. Ключ и коса. 33 и 10. Вы решите какую-то проблему, какой-то вопрос совершенно неожиданно. То, что вас раньше мучило, какое-то дело, которое для которого вы не находили решения для этой проблемы, да? У всех у нас какие-то проблемы, и вы вдруг резко найдете решение, неожиданно для самого себя. Либо кто-то вам это подарит, какую-то наводку даст, как-то что-то резко разрешится. Это классно вообще. Тоже хотела бы это тоже, чтобы не выпало. Ну ладно. Пока я решаю все проблемы сама. Никто не решает за меня. Так, асцендент в Близнецах. Асцендент в Близнецах. Для вас сюрприз. Собака и лиса. 18-14. Лицемерие, двуличие, даже, может быть, предательство друга. Какой-то человек, который возле вас позиционируется по отношению к вам как друг, которому вы доверяете, не будет совершенно полностью честным в отношении вас. Осторожно. Нечестность, в худшем случае предательство друга. Асцендент Близнеца. Асцендент в Раке. Тучи якорь, 6:35. Какая-то временная проблема, связанная с работой, или ситуация, которая, в смысле таком нейтральном слова, которая была стабильная очень давно, на которую вы могли всегда положиться, и вы были уверены в ее непоколебимости, да, она вдруг как-то, тучи немножко сгустятся временно. Какие-то временные неполадки, непонятки, омрачение, что-то омрачится временно, но незначительно. Вот. Не паникуйте без повода, такого, без существенного повода. Раки паниковать любят, да? Асцендент во Льве. Сюрприз для вас. Змея и гора, 7:21. Какой-то соперница, какая-то женщина не очень приятная, ну, будь то вы женщина, мужчина, неважно, вдруг от вас дистанцируется, какая-то возникнет преграда между вами и этой женщиной не совсем такой, ну, как змея, да? Либо эта женщина вам, такой вариант, может проблемы какие-то создать, палки в колеса ставить, либо вы, ну, это тоже может случиться, и вы вследствие этого дистанцируетесь от этого человека. Вы поставите барьер между собой и этим человеком, этой женщиной. Да, преграды какие-то, либо возведенные вами, либо этой же женщиной самой. Асцендент в Деве. Асцендент в Деве. Как интересно. Гроб и гора. 8:21. Вот так вот, дословно, да? Конец препятствиям. Конец засаде. Засаде блокаде. Ну, засаде тоже. Если вы как-то вас окружили, какую-то засаду вас обложили, да? Засаде. Конец блокировки, препятствиям, задержкам, каким-то отложенным на потом планом или препятствием, да, это все рушится, видите, конец препятствиям. Но это вас удивит, наверное, вы настроились на то, что впереди вас неподъемный какой-то камень лежит, да, или гора, которую не перепрыгнешь. В итоге это все исчезнет, рухнет, то есть это хорошая новость, в принципе. Асцендент в Весах.
Асцендент в весах. Солнце коса, 31-10. Все то, что что-то, какая-то ситуация, какая-то сфера жизни была вообще шикарно, все развивалось. Удача, успех, удовлетворение, да, счастье, наслаждение. И коса, какая-то резкая перемена в этом. Но это не обязательно что-то негативное, знаете, это может быть как вот вспышка солнца, да, какой-то. Потому что солнечный ожог – это, в принципе, много солнца. Это неплохо много солнца, но солнечный ожог все-таки это что-то негативное, потому что мы тогда кожу обжигаем, и нам больно. Какая-то вспышка на солнце, солнечный ожог, что-то на фоне положительного чего-то, либо резкая вспышка этого положительного, а это всегда перебор. А когда перебор, то может иметь негативные последствия. Вдруг раз из плюса в минус превратиться, понимаете меня, да? Либо это какой-то резкий конец положительной ситуации. Ну вот смотрите, как оно проиграется, понаблюдайте. Асцендент в Скорпионе. Асцендент в Скорпионе. Крест и Солнце. 36-31. Сквозь тернии к звездам. Какая-то ситуация жизненная, непростая, даже, сказала бы, очень тяжелая, непреодолимая. Жизненные трудности, какие-то, обычно это кармическая, карта сатурнянская, да, крест, неизбежные трудности, какие-то уроки жизненные, тяжелые, знаете, как вот кните свой крест. Это будет цена, которую вы должны будете заплатить для того, чтобы в итоге засветило солнце. Это как очищение кармы через страдания, и в итоге получить освобождение и свободу. И быть счастливым в итоге. Асцендент в Стрельце. Асцендент в Стрельце. Крест и письмо. 36-27. Какие-то документы, бумаги, новости через документы, да, или сообщения, которые будут для вас просто невыносимо слышать. То есть какие-то тяжелые новости, негативные, удручающие, или что-то роковое, новость какая-то, не обязательно там, негативная в прямом смысле слова, но которая за собой влечет какие-то неизбежные, судьбоносные перемены и будет иметь последствия, на которые вы никак не можете повлиять и никак их изменить. Роковая ситуация через документы. Асцендент в Козероге. Для вас сюрприз. Гора и коса. 21-10. Для того, чтобы преодолеть ваши какие-то препятствия, задержки, трудности, замедление какого-то процесса, вам будет необходимо быстро действовать, рубить с плеча. Знаете, бывает, что вот припримешь что-то так чуть-чуть, а потом думаешь, завтра еще что-нибудь сделаю. Нет, здесь нужно будет резко, конкретно, махом одним что-то предпринять, и тогда сдерживающие, замедляющие обстоятельства исчезнут. Требуется быстрое, кардинальное принятие решения и быстрое действие от вас. Асцендент Водолея. Наш сюрприз. Стресс такой каждый раз. Вообще сюрприз. 16-11. Звезды-то и метла. Звезды — это мечты, планы, астрология, эзотерика, да, звезды, какие-то высшие материи, духовные ценности, исторические науки и практики. И метла — это разговоры. Разговоры о духовном, разговоры о высоком, обучение. Не обучение, да, разговоры скорее.
Ну, так, видите, первая фраза, что приходит на ум сразу она. Разговоры о высоком и духовном. Нас это удивит. И асцендент в рыбах, ваш сюрприз будет сад или сад 20 и 14. Вот среди вашего окружения друзей, люди, с которыми вы общаетесь, коллеги, соратники, там по работе, да, друзья, с кем вы развлекаетесь, ну, общество, не семья, а общество, в котором вы крутитесь в социальной среде. Среди этих людей будут люди, которые вам завидуют и которые говорят за вашей спиной, то есть которые лицемеры. То есть фильтруйте ваши социальные контакты и ваше общение. Не стоит быть по наивности, в асцендент в рыбах наивные. Не будьте наивны, будьте начеку, потому что вокруг вас много лис собралось. Друзья, на этом все на сегодня. Надеюсь, что у вас выпали положительные комбинации карт. Большинство из них было положительным. Если у кого-то в прошлом месяце были не совсем гармоничные карты и комбинации, надеюсь, что в этот раз было больше позитивных карт. В любом случае, я желаю удачи всем, в зависимости от того, какие вам выпали карты. И если кого-то интересует расклады более детальные на каждую неделю, то я с удовольствием окажу эту услугу в рамках индивидуальной консультации. Поэтому еще раз всем удачного лунного месяца, всем успехов, любви, гармонии, процветания, здоровья, общественного настроения весеннего и до очень скорых встреч.